Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня для вас хочу приготовить очень вкусный королевский фруктовый пирог. Готовится легко и просто, даже на новогодний или праздничный стол. Итак, смотрим. Здесь у меня 2 апельсина и 2 яблока. Ровно по 500 грамм. И сейчас я их для начала хорошенько помою. И потом я их почищу и порежу. Снял я с одного апельсина цедру. И вот на такие вот кусочки порезал дольки апельсина и яблоки. И я их хорошенько сбрызнул лимонным соком, для того, чтобы яблоки у нас не потемнели, пока мы будем делать тесто. Здесь у меня 3 яйца, добавляю я щепотку соли. И сюда я добавляю 80 грамм сахара. И теперь я это все хорошенько миксером перемешаю. Все я перемешал, и теперь я сюда добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара. И добавляю я сюда сметану. Сметана у меня своя, домашняя, очень вкусная. На это у меня ушло ровно 100 грамм сметаны. И сейчас я это все хорошенько опять перемешаю. Просеял я сюда муку вместе с разрыхлителем. На этот рецепт у меня ушло 250 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя. И теперь замешиваем тесто миксером. Не пугайтесь, что тесто густое, потом я покажу, что мы дальше добавим. Вот такое вот тесто у меня получилось, и для того, чтобы добиться нужной консистенции, я сюда добавляю молоко. Молоко у меня ушло 60 грамм. В принципе, на этот рецепт уйдет у вас молока от 50 до 80 грамм, в зависимости от качества муки. Вот такое вот тесто в итоге у вас должно получиться, как густая сметана, но не магазинная, а как домашняя. Вот как видите, потихонечку сползает с венчиков. Здесь я уже растопил сливочное масло, ровно 100 грамм. Оно у меня еще горячее. Добавляю я сюда 100 грамм сахара и добавляю сюда цедру апельсина. И пока масло у нас горячее, хорошенько размешиваем, чтобы у нас сахар полностью растворился. Выпекать я буду вот в такой вот разъемной форме на 24 сантиметра. На дно я постелил пергаментную бумагу, на бока я тоже прилепил на подсолнечное масло пергаментную бумагу. И теперь я сюда вылил сливочное масло с сахаром и цедрой апельсина. И равномерно распределяем по низу. Форма у меня очень хорошая, я в ней уверен, что у меня масло не вытечет. И теперь я сюда добавляю наши фрукты, яблоки и апельсины. И тоже равномерно распределяю их. Теперь берем наше тесто и выливаем сверху прямо на наши фрукты. За счет того, что тесто у нас не сильно жидкое, оно у нас не протекет до самого дна. И у нас фрукты окажутся сверху, потому что это у нас пирог-перевертыш. И теперь опять равномерно распределяем наше тесто по всей поверхности. И отправляем нашу заготовку для пирога в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут, в зависимости от вашей духовки. Прошло у меня ровно 45 минут, и вот такой вот красавец-пирог у меня на столе. Сейчас я ему дам полностью остыть, и только потом я его достану из формы и переверну. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот красавец, просто пирог, действительно королевский пирог у меня на столе. Посмотрите, какой он красивый, светлый, желтенький прям. Давайте сейчас я вам его разрежу и покажу, как он выглядит в разрезе. Вот так вот пирог выглядит в разрезе. Посмотрите, какая красота. Поверьте на слово, вкус просто потрясающий. Готовьте на здоровье. Приятного всем аппетита. Всем пока-пока.